Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – как бороться с депрессией самостоятельно. Изначально мы бы хотели предупредить, что рассказывать будем только о том, как справиться с легкой депрессией, и даже перечислим, что к этому относим. Потому как депрессию средней тяжести и тяжелую, которые сопровождаются биполярным расстройством и навязчивыми мыслями к суициду, лечат только врачи или люди, которые владеют знаниями из области психиатрии. А вот бороться с легкой депрессией можно самостоятельно. Итак, какие же депрессии относятся к категории легкие? Первое. Сезонная. Когда из-за малого количества солнечного света, дождей или резкого похолодания появляется плохое настроение, сонливость, снижение аппетита и апатия. Вторая. Тревожная. Когда человек ощущает повышенную тревожность вследствие множества стрессовых ситуаций. Третье. Гормональная. Когда меняется количество гормонов в организме и появляется подавленное настроение, которое резко меняется то в одну, то в другую сторону. А также сопровождается это все повышенной раздражительностью. Четвертое. Адинамическая. Когда человек ощущает слабость, что у него нет сил на выполнение ежедневных задач. И даже если он и заставляет себя сделать какую-либо работу, то очень быстро от нее устает. Пятое. Ироническая. Она одна из самых трудноопределяемых депрессий и характеризуется тем, что человек говорит без умолку, много веселится и постоянно подшучивает над другими. Шестая. Дисфорическая. Когда из-за плохого настроения окружающие попадают под раздачу. У человека появляется раздражение, казалось бы, без особых на то причин. Седьмая. Слезливая. Когда хочется плакать, в основном происходит из-за того, что человек привык держать в себе все эмоции, и в один прекрасный момент они выползают наружу. А проявляется это в 30-минутном, а то и часовом беспрерывном плаче. Восьмая. Ноющая депрессия. Когда человек постоянно на что-то жалуется. Так и что же делать? Как бороться, если вы заметили у себя депрессию легкого типа? В идеале обратиться к хорошему психотерапевту. Ну а если вы на данном этапе жизни не можете этого сделать и заметили у себя депрессивную симптоматику, то мы расскажем, как с ним можно справиться самостоятельно. Итак, принцип первый. Эмоции. Нужно себе позволять испытывать разные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Человек, который находится в состоянии депрессии, обычно старается закрыться от всех отрицательных эмоций. Он пытается изолироваться от них, и может показаться на первый взгляд, что это отличное решение. Но такое действие может только усугубить ситуацию в целом. В реальности же человек не может заставить себя полностью перестать испытывать эмоции. Это неконтролируемый человеческий фактор. Но мы можем решать, когда нам их выражать, где и с кем. Поэтому не нужно бояться своих эмоций, разрешите себе чувствовать радость, грусть и даже гнев. Вы имеете право как ощущать веселье, восхищаться кем-то, наслаждаться чем-то, также и чувствовать раздражение, возмущение, нервозность, обиду в конце концов. Вы же не робот, чтобы ничего не чувствовать. Между позитивными и негативными эмоциями должен быть баланс. Вам лишь нужно найти таких людей, которым вы сможете рассказать, что вас беспокоит, и почувствовать от них поддержку. Принцип номер 2. Причина. Само по себе настроение не может меняться. Существует причина, по которой оно становится хорошим или же плохим. Вот ее и нужно найти. Причину. Когда вы ее нашли, тут же появляется два варианта. Либо избавиться от этой причины, либо же изменить ее. Но бывает и так, что вам не подвластно что-либо поменять, или воздействовать на эту причину вы просто не можете. То в этом случае остается только одно – изменить свое отношение к ней. Есть такие вещи, которые мы не можем изменить. Тогда психологи рекомендуют либо научиться абстрагироваться, либо же смириться с тем, что есть, дабы не уходить в состояние депрессии. Принцип номер 3. Осознание. Учитесь осознавать происходящее вокруг. Далеко не все в этой жизни зависит от нас. Делить мир на черное и белое не получится. Тут гораздо больше красок. Желание контролировать все, конечно, понятно. Но это просто невозможно. Поэтому обязательно учитесь получать удовольствие от того, что у вас уже есть.
Только представьте, а что если это был бы сегодня ваш последний день? Что бы о вас сказали? А что бы вы хотели, чтобы о вас было сказано? Может, все-таки еще есть что-то, что вы не успели попробовать? А может, что-то посетить? То, что на вас сейчас свалилось множество проблем, стрессовых ситуаций, не означает, что нужно лечь и лежать. Это лишь означает, что в скором времени у вас появится продолжение вашей книги жизни. Вам только нужно решить все эти жизненные задачки. Принцип номер 4. Упражняйтесь. Ваш мозг, так же как тело, нуждается в тренировке. Если тело нагружают физическими упражнениями, то мозг нагружают позитивными мыслями. Во время же депрессии мозг питается негативом, соответственно и привыкает реагировать на все жизненные ситуации в негативном ключе. Таким образом, можно выразиться достаточно грубо. Депрессия разрушает мозг. А чтобы этого не происходило, стоит почаще оздоравливать свой мозг, вырабатывать в себе позитивные навыки, точки зрения и ощущения. Так вы создадите привычки, при которых мозг будет отрицать возможность появления депрессии даже на ранней стадии. Принцип номер 5. Положительное мышление. Ловите себя на том моменте, когда в вашу голову приходят плохие мысли, особенно когда вы начинаете во всем и всегда винить себя. Если не вы, то кто-то другой точно заметит ваш пессимизм, который так и льется из всех щелей. Обратите на это особое внимание. Именно в этот момент ваша задача изменить образ ваших мыслей. Поймали себя на том, что «у меня ничего не выйдет», и тут же меняете себе установку на «у меня все получится». Во всяком случае, я сделаю все, что от меня зависит. Если вы в один прекрасный момент поймаете в себе этого маленького злобного гномика, который вас вечно критикует, то не забудьте ему сказать, что он вам неприятен и больше вы не намерены его слушать. Вы и сами можете заметить, что он только критикует и никаких подсказок, как правильно поступить, не дает. А тогда зачем его слушать? Чтоб ничего не делать? Сами подумайте, что он вам хорошего приносит и почему вы его так боитесь потерять. Не забывайте, это вы видите все недостатки в себе, а другие видят всего-то 50% из них, не больше. Принцип номер 6. Приоритеты. Учитесь правильно расставлять приоритеты. Вы должны научиться делить все запланированные занятия на важные, средневажные, не особо важные, которые могут подождать, и чужие, которые любят на вас кидать другие люди. Не могут быть все занятия важными, а зачастую к депрессии ведут именно те занятия, которые либо не являются вашими, либо же те, которые для вас являются неинтересными. И когда этих чужих становится слишком много, ваше состояние ухудшается, и настроение падает, и бессонница в гости стучится, и раздражительность появляется, и гнев на самого себя. Нахождение в этом состоянии более 2 недель приводит к дискомфорту, а позже и к депрессивным симптомам, которые мы перечислили ранее. Поэтому усилия над собой нужно делать только для ваших важных дел. А их обычно бывает не так много, чтобы не было возможности восстановиться после здорового сна. Принцип номер 7. Любовь к себе. Учитесь гордиться собой, это даст вам ощущение счастья. Чтобы вам было легче найти, за что себя похвалить, стоит завести блокнот, в который вы будете записывать все свои достижения. Чтобы не преуменьшать свою значимость, каждую неделю вы сможете открыть его и прочитать ваши записи. Так и в повседневной жизни мы склонны уменьшать собственные достижения и забывать незначительные моменты радости. А с помощью блокнота вы будете видеть ваш рост и сможете сказать себе «Я молодец, потому что…» И пунктик 1, 2, 3. Я на этой неделе получил удовольствие от 1, 2, 3. В любом случае вы сможете напомнить себе хорошие моменты жизни, а если еще все это дополните расслабляющими минутами или занятиями, которые вам приносят удовольствие, то избавиться от депрессивной симптоматики будет очень просто. Принцип номер 8. Обсуждайте проблему. Практически любую проблему можно решить вербально, для этого нужно ее обсудить. Симптомы депрессии появляются, как правило, у людей, которые не умеют выражать собственное недовольство. Они думают, что другие их не поймут, поэтому даже не пытаются обсуждать проблемы.
Вместо этого соглашаются на решения, которые им совсем не нравятся. Оттого и страдают. Поэтому учитесь говорить, что вас не устраивает и почему. Главное, не молчите. Если вы с чем-то не согласны, нужно об этом сказать. Как правило, у экстравертов проблем с депрессией практически не бывает. А они, как известно, любители поговорить. Принцип номер 9. Вместе бороться легче. Если у вас есть любимый человек, поговорите с ним. Одному всегда бороться сложно, но если вас двое, то вы можете свернуть горы. Откройте ему свои чувства и переживания. Возможно, только он и сможет вас понять, поддержать. Помимо этого, вы покажете ему свое доверие, и это укрепит ваш союз. Принцип номер 10. Своевременное обращение к специалисту. Если же все ранее озвученные принципы вам не помогли, и вы чувствуете достаточно сильное влечение к еде долгое время, или же в голове появляются достаточно сомнительные мысли об окне или люстре, то мы настоятельно рекомендуем обратиться вам к опытному специалисту, к хорошему психотерапевту или психиатру, который поможет вам понять причину, научит справляться с существующей ситуацией, найдет выход из нее и, если понадобится, выпишет ряд медикаментов. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.